Привет, друзья! Сегодня у нас с вами важный разбор. Начиная с этого месяца в Германии происходят изменения, которые могут серьезно повлиять на привычную экономическую ситуацию в стране. Сначала разберем неожиданную тенденцию. Европейцы все чаще собирают чемоданы и принимают решение покинуть Германию. Во второй части серьезные изменения в автомобильной отрасли. Концерн Volkswagen готовит масштабное сокращение персонала, которое может затронуть до 50 тысяч сотрудников. И в заключение важное предупреждение для водителей. Патрульные начали намного строже контролировать соблюдение правил парковки, и штрафы могут достигать 55 евро за неправильное расположение вашего автомобиля. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, давайте разберем, почему локомотивы Европы постепенно теряют часть своей прежней привлекательности. Официальный свежий отчет министерства показывает новую тенденцию. Каждый третий легальный мигрант из Евросоюза всерьез рассматривает возможность покинуть Германию. Статистика выглядит показательно. Миграционное сальдо уже опустилось до отметки минус 34 тысячи человек, завершив 15-летний период стабильного роста. В основе этого масштабного исследования под названием «Равные по закону, неравные на практике» лежит проект, профинансированный уполномоченным Бундестага по делам интеграции Натальей Паулик из партии СДПГ. Чтобы получить максимально объективную картину, эксперты сегодня проанализировали 900 подробных анкет и изучили материалы 2 десятков крупных консультационных центров. Причины, по которым все больше квалифицированных специалистов из стран Евросоюза задумываются об отъезде из Германии, выглядят вполне понятными. На первом месте внимания среди них высокие цены на аренду жилья, большой рост стоимости повседневной жизни и постоянное ощущение социальной изоляции. Европейцы также открыто говорят о случаях бытовой дискриминации при взаимодействии с немецкими ведомствами. Причем речь, друзья, идет не просто о субъективном впечатлении. Согласно результатам исследования, около 13% опрошенных граждан Европейского Союза уже перешли от обсуждений к конкретным шагам. Они закрывают счета в местных банках, расторгают договоры аренды жилья и готовятся к переезду. Давайте с вами также разберем цифры, которые помогают понять причины этой тенденции. Итак, среди основных факторов, побуждающих людей задуматься о переезде, лидируют, как я сказал, высокие цены на жилье. Именно этот пункт отметили 42% респондентов. Еще 36% европейцев открыто заявляют, что им становится все сложнее справляться с общей стоимостью жизни в Германии, где расходы на коммунальные услуги, базовые продукты питания и транспорт занимают все большую часть семейного бюджета. Сравнение, например, с другими странами еврозоны показывает сегодня, что Германия для многих перестает выглядеть столь привлекательным местом для работы и жизни, как раньше. Параллельно усиливается и социальный дискомфорт. Внимание, почти 39% легальных мигрантов признали, что нередко чувствуют себя чужими. Около 15% опрошенных сообщили, что сталкивались с предвзятым отношением при обращении в разные инстанции, причем среди выходцев из Южной Европы этот показатель достигал даже 28%. Особенно непростой ситуацией называют граждане Румынии и Болгарии. По их словам, при взаимодействии с отдельными ведомствами они сталкиваются с дополнительными административными сложностями, которые намного осложняют процесс интеграции в местное общество. Также давайте, друзья, оценим реальный масштаб происходящих изменений в цифрах. По официальным данным, на конец предыдущего отчетного периода в Германии легально проживало, напомню, около 5,1 миллиона граждан из других государств Европейского Союза, что составляет внушительные 37% от всего иностранного населения страны. С 2010 года эта цифра увеличилась почти в 2 раза. Однако, друзья, также изменилась и сама структура рабочей силы. Например,
Если раньше основную часть составляли высококвалифицированные специалисты из Южной Европы, то теперь баланс сместился в сторону Восточной Европы. Наибольшие группы составляют граждане Румынии, около 910 тысяч человек, и Польши порядка 888 тысяч человек. За ними следуют граждане Болгарии и Хорватии. Из всей этой многочисленной группы около 2,7 миллиона человек официально сегодня трудоустроены. Однако проблема заключается и в том, что большая часть европейских работников сосредоточена в низкооплачиваемых сферах экономики. То есть многие годами работают в сфере клининга, складской логистики и грузовом транспорте, где возможности для карьерного роста, как вы понимаете, и повышения доходов остаются весьма ограниченными. Уполномоченный Бундестага Натали Паулик из партии СДПГ открыто предупреждает: Германия не может себе позволить потерять часть европейских специалистов из-за накопившихся социальных проблем. По ее словам, каждый легальный мигрант, который работает и платит налоги, должен иметь равные возможности для доступа к социальным благам. Однако, друзья, внутри политических кругов разгорелись серьезные разногласия. Паулик публично сегодня раскритиковала главу МВД Александра Домбринта из блока ХСС за решение полностью приостановить государственное финансирование бесплатных и интеграционных языковых программ. Она назвала этот финансовый шаг крайне рискованным для экономики. Логика здесь простая. Без уверенного владения немецким языком невозможно просто-напросто успешно сдать необходимые экзамены, подтвердить диплом и претендовать на более высокооплачиваемую работу. По оценкам, из-за сокращения финансирования изменения могут затронуть около 130 тысяч человек, включая примерно 37 тысяч граждан Европейского Союза, которые лишатся возможности бесплатно посещать интеграционные и языковые курсы. Но чтобы остановить этот усиливающийся отток рабочей силы, авторы доклада призывают Бундестаг как можно скорее пересмотреть действующие правила. По их мнению, одним из ключевых решений для экономики может стать масштабное восстановление бесплатных языковых программ и открытие многоязычных консультационных центров, где люди смогут получать квалифицированную юридическую помощь без каких-либо лишних административных сложностей. Эксперты также призывают усилить контроль за соблюдением трудового законодательства, чтобы исключить случаи, когда европейские работники предлагают менее выгодные условия оплаты труда по сравнению с местными сотрудниками, а также обеспечить соблюдение единых трудовых стандартов. По мнению авторов исследования, европейских специалистов необходимо рассматривать как одну из приоритетных групп для рынка труда. Если эти предложения останутся без внимания, Германия, соответственно, рискует столкнуться с дальнейшим сокращением числа квалифицированных работников. Потому что все больше людей, которые годами строили здесь жизнь, платили налоги и планировали остаться надолго, могут правильно принять решение о своем переезде. При этом, друзья, эксперты предупреждают, что привлекать новых специалистов станет намного сложнее, если привлекательность самой Германии как места для работы и построения карьеры продолжит снижаться. А вот дальше, друзья, пришло время разобрать, как промышленный сектор Германии переживает серьезные перемены, где легендарный автомобильный гигант, такой как Volkswagen, готовит масштабное сокращение 50 тысяч рабочих мест к 2030 году. Официальное письмо генерального директора Оливера Блуме акционерам наглядно показывает масштаб предстоящих изменений. Еще недавно руководство концерна, я напомню, планировало сократить 35 тысяч сотрудников ради экономии 15 миллиардов евро в год, сосредоточившись в основном на производственных подразделениях, выпускающих массовые модели. Однако новые правила руководства концерна оказались еще более масштабными. Оптимизация расходов теперь затрагивает премиальные марки Audi и Porsche, а также софтверное подразделение CARIAD. Для понимания масштабов изменений сокращения могут коснуться внимания примерно каждого шестого сотрудника из почти 300-тысячного штата немецких предприятий в Вольфсбурге, Ганновере и Касселе. Проблемы у легендарного автоконцерна на самом деле начали нарастать задолго до того, как американские власти ввели повышенные пошлины против иностранных автопроизводителей.
Крупнейший игрок европейского автопрома столкнулся с последствиями собственных стратегических решений. Руководство вложило миллиарды евро в разработку новых электромобилей, однако спрос на них в Европе оказался ниже ожидаемого. Одновременно с этим зафиксировано существенное снижение продаж на ключевом китайском рынке, который годами, вы знаете, оставался одним из главных источников доходов немецкого бренда. В Китае дилеры постепенно уступили позиции местным производителям, которые усилили конкуренцию благодаря стремительному развитию таких компаний, как BYD, Geely. Финансовые последствия для Вольфсбурга оказались весьма ощутимыми. Итоговые отчеты за прошлый год показали снижение чистой прибыли сразу на 44% после уплаты налогов. Такому результату способствовало сочетание сразу нескольких факторов. Это внешние тарифные ограничения, усиливающаяся конкуренция со стороны тех же самых китайских производителей и высокие расходы на масштабную реорганизацию дочернего спортивного бренда Porsche. Поэтому, друзья, в сухом остатке чистая прибыль легендарного автоконцерна снизилась до отметки 6,9 миллиарда евро. Анализ финансов показывает, что это один из самых слабых результатов Вольфсбурга, внимание, за последние 10 лет. Более сложная ситуация наблюдалась только в 2016 году. Напомню, тогда немецкий индустриальный гигант понес многомиллиардные убытки и выплатил крупные штрафы после всемирно известного дизельного скандала, может вы его помните, связанного с несоответствием экологических показателей автомобилей установленным требованиям при проведении испытаний. Текущие финансовые показатели руководство концерна считает тоже недостаточными. Финансовый директор компании Арно Антлиц официально признал, что нынешняя операционная маржинальность бизнеса не позволяет на самом деле уверенно рассчитывать на долгосрочное развитие компании. Руководство прямо подчеркнуло, ради сохранения конкурентоспособности на мировом рынке совет директоров вынужден запускать масштабную программу сокращения расходов. Главным направлением работы в компании в ближайшие месяцы станет оптимизация производственных бюджетов, пересмотр системы премирования сотрудников и закрытие отдельных сборочных линий. Официальные расчеты планового отдела на 2026 год прогнозируют маржинальность бизнеса в диапазоне от 4 до 5,5%. Финансовые аналитики сегодня отмечают, что этот показатель может оказаться не намного ниже ожидаемого и уступить текущему уровню в 4,6%. Бюджет Вольфсбурга сегодня продолжает испытывать серьезную нагрузку именно из-за крупных разовых расходов на масштабное реформирование производства и больших затрат, связанных с развитием люксового бренда Porsche. О серьезности данной ситуации руководство концерна говорило еще прошлой осенью, когда публично сообщила о потенциальных чистых убытках в размере 5,1 миллиарда евро. Дополнительное влияние на планы концерна оказали изменения стратегии той же марки Porsche. Премиальное подразделение пересмотрело среднесрочные цели по своей выручке и официально объявило о продлении производства классических моделей с двигателями внутреннего сгорания. Причина такого решения по оценке руководства заключается в том, что спрос на электрические модификации оказался намного ниже первоначальных ожиданий, тогда как многие покупатели по-прежнему отдают предпочтение именно традиционным бензиновым версиям. Вдобавок ко всему, новые финансовые расчеты концерна основаны на консервативном сценарии, при котором повышенные американские пошлины, введенные администрацией, напомню, Дональда Трампа, сохранятся в течение всего года, а международная экономическая ситуация продолжит оказывать влияние именно на стоимость энергоносителей. И еще одна важная новость, где невнимательность при остановке на обычных улицах Германии может обернуться неожиданным штрафом. В городах Германии муниципальные инспекторы начали активнее контролировать соблюдение правил парковки, а водителям грозят штрафы от 55 евро за нарушение базовых требований и размещение автомобиля. Для сохранения своего бюджета, друзья, важно внимательно учитывать не только конкретную зону парковки, но и правильный способ расположения вашего автомобиля на проезжей части. Даже, казалось бы, небольшие ошибки могут привести к оформлению штрафа.
Итак, если вы, друзья, паркуете машину параллельно бордюрному камню, официальные правила требуют строго контролировать боковые интервалы. Авторитетные инспекторы профильной организации Автоклуб Европа АЦЕ особо подчеркивают, что с каждой боковой стороны вашего транспортного средства должны оставаться минимум 70 см свободного пространства. Данный обязательный зазор необходим для того, чтобы крупногабаритный спецтранспорт или встречные автомобили могли безопасно проехать мимо. Дополнительно эксперты организации советуют всегда оставлять примерно по 50 см свободного пространства спереди и сзади автомобиля для комфортного маневрирования. Помимо, друзья, геометрической точности расстановки, скажем так, кузова, большое значение имеет конкретная локация, которую вы выбрали для стоянки. Банальный заезд колесом на пешеходную зону в большинстве случаев находится под строгим запретом. За незаконное размещение автомобиля на тротуарах муниципальные инспекторы, соответственно, выпишут протокол, финансовая планка которого автоматически стартует от 55 евро. Кроме того, друзья, многие автовладельцы из числа диаспоры часто забывают о запрете блокировки пожарных точек забора воды. Остановка транспортного средства непосредственно на подземных люках снабжения или прямо перед ними признается серьезным нарушением в Германии. В случае возникновения чрезвычайной ситуации пожарные расчеты могут потерять драгоценные минуты на развертывание магистральных линий. Подобное нарушение влечет за собой денежный штраф, а в отдельных случаях водитель может получить и штрафные баллы в картотеку Фленсбург. Немецкие экспертные службы постоянно напоминают, что доступ к воде должен оставаться полностью свободным круглые сутки, а парковка в этих зонах рассматривается как нарушение требований безопасности. Когда, друзья, пожарным потребуется срочный доступ к месту происшествия, они не смогут ждать, пока владелец автомобиля вернется к машине. Если транспортное средство мешает работе спецслужб, муниципальной службы вправе оперативно эвакуировать его с помощью специальной техники. Представители пожарных служб открыто заявляют, блокировка точек водоснабжения может серьезно осложнить проведение спасательных работ. В наиболее неблагоприятной ситуации даже несколько дополнительных минут задержания способны существенно повлиять на скорость оказания помощи другим людям. Поэтому бригадам приходится тратить драгоценное время на прокладку этих магистральных линий от альтернативных гидрантов, которые нередко расположены на соседних улицах. Помимо базового штрафа, о котором напоминает страховая компания в размере 55 евро, подобное нарушение может привести и к дополнительным расходам для владельцев автомобиля. Потому что счета за вызов спецтехники, принудительное перемещение автомобиля и каждые сутки нахождения машины на штрафстоянке в Германии, вы знаете, нередко составляют порядка 250 евро. В результате итоговая сумма расходов легко превышает уже сколько? Правильно, 300 евро. Хотя избежать подобных затрат зачастую можно было, выбрав обычную платную парковку стоимостью всего несколько евро. Чтобы не потерять деньги на ровном месте, водителям необходимо четко понимать, как визуально распознать эти зоны с особыми правилами на немецких дорогах. Всю систему водоснабжения экстренных служб чиновники делят, друзья, на два ключевых конструктивных класса. Первый вариант – это классические надземные колонки, ярко-красного цвета, которые возвышаются над тротуаром примерно на 1 метр. Не заметить такой объект, согласитесь, при парковке довольно-таки сложно. А вот второй тип – это подземные точки забора воды, нередко становятся причиной ваших штрафов для невнимательных автовладельцев. Они вмонтированы, скажем так, непосредственно в дорожное полотно или пешеходную зону. Распознать их можно по характерной овальной крышке из тяжелого чугуна, на которой, кстати, выбита крупная латинская буква H. Для оперативного обнаружения этих точек спасательным службам на фасадах жилых домов, столбах или заборах устанавливают специальные прямоугольные, также белые знаки с красной рамкой. Цифры на табличке точно указывают расстояние до люка, внимание, в метрах.
Если вы, друзья, полностью перекроете колесом эту чугунную крышку, сотрудники могут принять решение о вызове эвакуатора. Общая сумма расходов, как я сказал, с учетом эвакуации и тех сопутствующих платежей нередко превышает 300 евро минимум. Высокие надземные колонки встречаются гораздо реже, концентрируясь именно в промышленных зонах возле терминалов аэропортов или исторических кварталах старых немецких городов, о чем открыто заявляют спасательные службы Мюльхайма. Заметить их проще, конечно же, но бдительность терять нельзя. Инспекторы ведомства настоятельно напоминают автомобилистам: при возгорании критически важна каждая, друзья, даже не минута, а секунда. Своевременный забор воды позволяет максимально быстро, что правильно, локализировать очаг возгорания и предотвратить материальные потери. Даже какая-либо минутная остановка ради похода в магазин может обернуться серьезными последствиями. На этой аналитической ноте наш, друзья, подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний разбор про массовый отъезд граждан Европейского Союза из-за высокой стоимости жизни в Германии, сокращение 50 тысяч сотрудников на заводах Volkswagen и крупные расходы, с которыми можно столкнуться из-за неправильной парковки на подземном люке, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.